В полном доверии отдайся и стань потоком. Живи в моменте. Это одна из немногочисленных стран, куда я отправляюсь в полном доверии раскрытия жизни, без особого плана и ожиданий. В этот раз хочется прожить страну без договоренности, а просто получая то, что предписано свыше. Важно отметить, что отправляюсь я сюда в слегка разбалансированном состоянии с приходящими и уходящими депрессиями и огромной накопленной физической и эмоциональной усталостью. Мое состояние частично можно охарактеризовать как «я не знаю, что дальше». В таком случае я просто отдаюсь жизни. Если меня сейчас перед прилетом спросить что-то о Непале, то в моем списке будут буддизм, Эверест, Гималаи, Катманду, поющие чаши, которых у меня в личной музыкальной коллекции около 30 штук, бедность, богатая история, которую я нифига не знаю, шерпы и, наверное, все. Обычно я серьезно готовлюсь к путешествиям и съемкам, смотрю видео, изучаю страну. В этот раз я тоже посмотрел с десяток видео о Непале, но ни одно из них не запомнилось и не отложилось в памяти. Не нашел я чего-то цельного и содержательного. Возможно, это место так раскрывается. Возможно, люди его так видят. Неважно, мы с вами откроем его по-своему. Это мой первый большой документальный фильм о Непале. Будет душевно и атмосферно. Обычно я говорю «приятного просмотра». Сейчас же хочется сказать «добро пожаловать домой», в свой внутренний мир, богатый и разнообразный, волшебный и исцеляющий. Добро пожаловать в Непал. Катманду – столица и самый большой город Непала. Это вход в Королевский дворец. Перед посадкой в самолет мне посчастливилось найти пару старых фильмов о Непале и королевстве Мустанг, которые ранее не попадались. Они помогли сонастроиться на определенную спокойную атмосферу. Наверное, жизнь не давала мне их найти ранее, как бы убеждаясь, а точно ли я хочу туда попасть и готов ли. Перелет был ночной, поспать практически не удалось, а внутри все как бы успокаивалось и приходило в гармонию. Тело само знало, что делать как-то интуитивно. На борту пришла идея снять серию видео о местах силы на нашей планете. Спокойные и погружающие в себя фильмы. Я бы назвал их исцеляющими и возвращающими к себе домой. В этот момент я должен отвлечься, ведь за окном впервые за многие годы путешествий, а Непал моя 59-я страна, я увидел раскатывающиеся в облаках молнии, создающие непередаваемую песню жизни в небесах. Интересно, что ты в данный момент находишься еще выше и просто зачарованно наблюдаешь. При этом на мобильном и камере едва удалось их поймать, оба прибора не хотели ловить фокус. Мне хотелось встретить рассвет из иллюминатора, по прогнозу он через 8 минут, в 5:51 утра. Но мы уже в облаках и рассвета совсем не видать. Кстати, о времени. Разница с моим основным часовым поясом 2 часа 45 минут. Да, мне тоже стало интересно, почему же. Так вот, это так называемая 15-минутная непальская независимость. А причина ее – политика и независимость Непала от Индии. Время в Непале отличается от индийского часового пояса на 15 минут. Первая причина такой непальской странности – это исторические взаимоотношения с Индией. В период династии Мала жители Катманду имели свою традицию измерять время. Если они хотели узнать точное время, то приходили к пруду возле Хануман-Тхока, где чиновник мог сказать, сколько мисочек пала было погружено с самого рассвета в воду. Каждая пала имела небольшое отверстие, через которое за 24 минуты оно полностью заполнялось водой. Этот метод был широко распространен среди непальцев до влияния Запада. После появления белого человека на территории Непала пришли и глобальные часовые пояса. Установить их задумали в 1884 году, когда Англия решила разделить Землю на 24 меридиана по долготе в 15 градусов друг от друга и использовать гринвичский меридиан как нулевой.
Только в 1956 Непал решил подключиться и впервые установить часы в соответствии со стандартным временем. Для этого был использован меридиан, который проходит в 100 километрах от Катманду в Гаури-Шанкар. И эта точка выбрана вовсе не потому, что была центром Непала, а потому что это был сознательный выбор перевести часы на 10 минут раньше, чем в Индии, которая в то время использовала долготу, проходящую через Калькутту. Когда в 1971 Индия стала использовать меридиан, проходящий через Хайдарабад, то Непал уже официально смог прикрутить себе еще 5 минут разницы впереди индийцев. Конечно, многие в мире настаивали, чтобы Непал унифицировался, привел время в порядок и сравнял его с Индией. Но Непал не поддался. В огне мне посчастливилось наблюдать ночные ярко светящиеся города и начинающийся рассвет. Еще 15 минут, и мы коснемся этой земли. Я в предвкушении. Стоило мне принять отсутствие рассвета, как тут же за окном появились лучи солнца, и вдалеке над облаками показались вершины величественных гор. Это они, Гималаи. Улыбнувшись друг другу, я окончательно сонастроился на это путешествие. У меня ощущение, что я здесь уже неоднократно бывал. Нас ждет трансформационное путешествие. Не сомневаюсь. Жизнь с нами всегда разговаривает знаками, и мы либо на них обращаем внимание и делаем соответствующие выводы, либо не замечаем, и тогда жизнь нам дает более сильные, иногда более жесткие знаки. В этом видео мне хочется показать вам, что знаки действительно помогают двигаться более легко и комфортно по жизни. И Непал будет отличной страной, где эти примеры можно продемонстрировать. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştı. Мои первые ощущения после того, как вступил на эту землю, я снова вернулся в Индию. Только все гораздо спокойнее, хотя смог такой же, как и во всех больших городах Юго-Восточной Азии. Дышать тяжело. Очень тяжело. На часах 6 часов 30 минут по местному времени. Люди куда-то бегут. Кто-то спешит, кто-то просто стоит, молится, кто-то занимается спортом, кто-то идет на работу. По приезду в отель я сразу получил знак от Вселенной. Мне дали пароль от Wi-Fi, и он оказался со словами «Добро пожаловать домой». По-английски «Welcome home». Несмотря на бессонную ночь, я решил выйти и начать проживать этот город. Мы идем в сторону Асан-Базар на первое знакомство со столицей Непала, и тут же все окружающие жители либо хотят тебе что-то продать, предлагая экскурсии, четки, сувениры и свои услуги такси, или просто улыбаются, смотрят в камеру и готовы участвовать в съемках твоего кино. Вот это молочник. Таким образом, он каждый день разводит молоко по своим клиентам. Они опускают ему сумку со своего этажа, он кладет туда продукты, забирает непальские рупии и едет дальше. А вот этот парень ездит и продает мешки для сбора мусора. Его и его коллег по ремеслу в ближайшие 2 недели я встречал в основном в первой половине дня. Он готов участвовать в съемке кино и позировать весь день. Где бы я его ни встречал, он останавливался и снова мне позировал. Итак, вот мои самые яркие первые впечатления от первых часов в Катманду. Вонь. Местами невыносимая. Я не знаю, что это так пахнет, но в некоторых уголках просто невозможно дышать. При этом местные здесь едят, пьют чай и просто читают газету. Их это вонь не смущает. Я же пока в попытке принятия. Торговцы. Конечно же, я иду в сторону базара, но могу уверенно сказать, что весь Катманду – это сплошной рынок. Здесь каждое свободное место на цокольном этаже и рядом – это продажа товаров или услуг, и такой весь город. Все продают все. Местные сладости в масле из прошлого века. Все как в Индии. Я такой даже не отваживаюсь попробовать, но местные очень любят свой сладкий, совсем не healthy junk food. А вот и первый уличный храм посреди дороги. Проходящие останавливаются, молятся и идут себе дальше. Такие храмы буквально каждые 50 метров. Со временем удивляешься, если нет какого-нибудь храма или места для церемоний и молитв. А это маленький Будда в окне напротив храма, спокойно наблюдающий за происходящим в городе. Вообще мне все дети в Непале похожи на маленького Будду либо Кришну. И именно так при встрече я им говорю: ты мой маленький Будда, ты мой маленький Кришна. Дети, идущие без сопровождения в школу, играющие во дворах и радующиеся жизни. Бездомные собаки,
Их очень много, правда? Очень. Не только в Катманду, а по всему Непалу. А это подношение. Мне вспомнился Бали, о котором я недавно делал фильм. Там подношения делают несколько раз в день духам и богам. Здесь же немного другая история. Подношения делают и буддисты, и индуисты, и называется это пуджа. Немного позже вы узнаете гораздо больше в деталях. Много мусора. Очень много. В первый день это действительно резко бросается в глаза. Практически на каждом доме висят изображения различных богов и знаков силы. А это местный барбершоп. Зашел в гости. Стричься и бриться мне сегодня не нужно, поэтому мне пытались продать массаж головы. Но не сложилось. В этом месте стрижка стоит 350 рупий, а 500 рупий попросят за побриться. А вот и первый храм побольше. Под ним местные гиды громко обсуждают жизнь, кто-то спит в рикше, народ покупает продукты, вокруг уже стандартная непальская антисанитария. Все выглядят при этом счастливыми. Здесь же рядом Аннапурна Темпл, Medicine Place. В самом центре базара и напротив него еще один храм – Ганеша Темпл. Местные приходят в Аннапурна Темпл, платят деньги, зажигают свечи, молятся. Потом между бровей по центру в районе 6-й чакры, называемой Аджна или третий глаз, ставят пометку в виде точки или протягивают полоску сверху вниз. Потом обходят вокруг храма, звонят в колокола и идут жить свою жизнь. Подошел парень, я думал, он хочет мне что-то продать. Он говорит: да нет, я просто студент, хочу потренироваться говорить по-английски. Говорю: ну ладно, хорошо, давай пообщаемся. Я как раз стоял. Он мне рассказал про этот храм. Подошел, вот, сделал такую историю. Где-то он ушел. Я говорю: давай ты мне на камеру все это расскажешь. Не-не-не, я не люблю social, мне не надо, я тебе все расскажу, денег не надо, все расскажу, но только не social media. И я его понимаю, потому что social media люди смотрят, оценивают, накидывают свою какую-то энергию, свое мнение и делают какую-то определенную привязку. И ты к этой привязке можешь привязываться, а можешь, соответственно, не привязываться, но это как какой-то identity, который тебя держит. Говорит: мне это не надо, я этого не хочу. В общем, мы пришли на этот базар, куда идти реально 9 минут от отеля, я сюда шел 2,5 часа. Ну, все же интересно, все хочется прочувствовать, прожить, всех и все снять. Пойдем гулять дальше. Расскажу вам о пометке между бровей. Вообще ее общепринятое название тилака или тилак. Это священный знак, который последователи индуизма наносят глиной, пеплом, сандаловой пастой или другим веществом на лоб и другие части тела. В Непале и некоторых других регионах тилаку также называют тикка. И она представляет собой смесь абира, красного порошка, йогурта и рисовой муки. Виды тилаки отличаются у последователей разных направлений индуизма и, среди прочего, служат опознавательным знаком, говоря о принадлежности к той либо иной религиозной традиции. Тилака может наноситься ежедневно или только в особых случаях. Тика одновременно является украшением и отличительным знаком. Ее используют последователи различных течений в индуизме как знак принадлежности к определенной традиции. Различные направления в индуизме используют разные материалы для изготовления тилаки и различают форму ее наложения. Итак, шиваиты обычно используют пепел и наносят тилаку на лоб в форме 3 горизонтальных линий, которые называются трипундра. Вайшнавы используют глину из священных рек или святых мест паломничества, таких как Вриндаван, например, которую иногда смешивают с сандаловой пастой. Они накладывают тилаку в форме 2 вертикальных линий, соединяющихся между бровями. А последователи некоторых направлений вайшнавизма также прикладывают тилаку на переносицу в форме листка туласи. Последователи Ганеши используют красную сандаловую пасту. Шакты используют кум-кум или красный порошок из турмерика. Они наносят тилаку в форме красной вертикальной линии или просто точки. Раджа тилака или вира тилака – это особая тилака в форме красной вертикальной линии на лбу. Раджа тилака используется при коронации царей или при приеме важных гостей. Вира тилака наносится лидером победившей стороны в войне или в игре.
Традиция использования тики женщинами насчитывает тысячелетия. Тика как украшение используется женщинами всех вероисповеданий и не является принадлежностью только последователей индуизма. Женщины обычно накладывают тику в форме точек, называемых бинди, а не в форме горизонтальных или вертикальных линий, как это делают мужчины. Для такого рода женской тики обычно используется термин бинди. Бинди могут быть больших или маленьких размеров. Для обозначения бинди также используются такие термины, как синдур, кастури или кум-кум, в зависимости от используемых веществ. Синдур индийские женщины используют для покраски и пробора волос, что указывает на то, что женщина замужем. Как говорит мой местный друг Гопал, с которым мы познакомимся позже, если у девушки тика высоко возле волос или прямо в них, значит шансов нет, она уже занята. Кстати, ранее бинди обозначала и принадлежность к какой-либо касте. Например, если точка была красной, женщина была из числа брахманов. Если на лбу у женщины красовалась точка черного цвета, женщина принадлежала к числу кшатриев. Но Непал не Индия, здесь кастами все намного сложнее. Если в Индии 4 основные касты, то в Непале все иначе и очень запутанно. К этому вопросу мы еще вернемся. В этот день Непал встречал меня сплошными церемониями. Везде. Куда бы я ни заходил и не сворачивал, там обязательно оказывался индуистский или буддийский храм и много верующих. Ведущих себя по-разному, но объединяет их одно. Они искренне в своей вере и надежде. Через 5 часов пребывания я уже как дома. Акклиматизация прошла максимально быстро. В конце прогулки по пути обратно в отель я случайно набрел на особенную ступу Будды. Она виднеется между домами и как бы зовет тебя зайти. Это было первое место со спокойной и уравновешенной энергетикой. Никто не проводит никакие церемонии, не кричит. Просто спокойное место. Здесь я познакомился с местными, спросил по поводу их вероисповедания, и они сказали, что у них микс буддизма и индуизма. «Посмотри, — говорит, — туда. Это храм Будды. И буквально рядом с ним индуистский храм. Мы верим, что буддизм — часть индуизма, ведь Будда родился после зарождения индуизма. Нам все равно какой-то религии. Мы одинаково толерантно относимся ко всем», — добавил второй и закончил подбивать свой косячок. Ганджубаса здесь курят многие, и на улицах к тебе очень часто пристают с различными предложениями, в основном по нижним чакрам. В том числе и травку предлагают. Скурив свой косячок, парни разошлись по своим делам и попросили быть аккуратнее с камерой. У меня, если честно, какое-то спокойное состояние, и я чувствую себя здесь вполне безопасно. Я надеюсь, я нажал запись. Да, слава богу. К вопросу безопасности. В Непале я действительно чувствовал себя безопасно. И думаю, что когда я вернусь снова в Непал, буду чувствовать себя безопасно. То же самое могу сказать, например, про Индию, про Бали, про Куала-Лумпур. В принципе, про всю Азию, где я бывал очень много раз, прям очень много раз. Сейчас я уже месяц как снимаю в Южной Америке. Я провел много времени в Аргентине, проехался из Буэнос-Айреса на север, потом на юг в Патагонию, потом переместился в Чили, точно так же проехался по большой части страны. Сейчас приехал снимать в Панаму, где еще несколько дней и заканчиваю снимать экспаты в Панаме. Могу вам откровенно сказать, что в Аргентине вообще не чувствую себя безопасно, вот совсем, особенно в Буэнос-Айресе. Даже в Сантьяго-де-Чили, в Чили, в одной из передовых стран Южной Америки с самой сильной экономикой, где все было очень по-богатому до 2019 года, пока там не произошла определенная революция, об этом вы знаете в выпуске, я тоже совсем не чувствовал себя безопасно. Это касается больше Сантьяго и совсем по-другому в маленьких городах, но есть нюансы. Нюансы из-за миграции Венесуэлы, венесуэльцев, колумбийцев, перуанцев. Причем не всегда приезжают люди, которые хотят работать, а работать быстро, зарабатывать быстро. В Панаме немножко попроще с этим, получше, я бы даже сказал. Находясь, конечно, в таком районе, где сейчас я остановился, здесь вообще безопасно, но есть районы, куда лучше без полиции не заходить. Вот в таких районах я бывал вчера и сегодня поеду. Если вы хотите в своей жизни чувствовать себя немного более защищенно, немного более, потому что на 100% безопасно чувствовать себя, находясь в нашем мире, где постоянно какие-то вызовы и испытания приходят, достаточно сложно. Если вы хотите себя чувствовать более безопасно с точки зрения того, как вы можете зарабатывать деньги, то вам, возможно, стоит обучиться новой профессии.
Кто-то идет учиться айтишникам. Это сложно, скажу вам честно. Это надо немножко заморочиться, причем много лет заморочиться и хорошо разбираться и понимать, как что работает. Можно обучиться дизайнеру, фотографу, а можно обучиться интернет-маркетингу. Особенно если этот интернет-маркетинг нужен вашей семье, вашим родителям, вашему мужу, либо супруге, вашим друзьям, чтобы помочь развивать бизнес. Либо вы мечтали работать в агентстве, либо вы мечтали работать на какую-то компанию, либо фрилансить из любой точки мира, зарабатывая столько, сколько вы хотите. Поработали больше – больше заработали. Поработали меньше – соответственно, меньше заработали. Наверстали какие-то навыки, получили новые, усовершенствовали, еще больше зарабатываете. Ну, в общем, все всегда зависит от вас. Куда бы вы ни приехали, всегда все зависит от вас. Если вам нужны знания в интернет-маркетинге, реальные знания, с кейсами, с историями, приходите учиться в школу цифровых навыков Пара. Это один из моих бизнесов. У нас в феврале начинается 13-й поток обучения. На нашем потоке обучилось более 3000 студентов со всего мира. У нас живое обучение, живые лекции, чат поддержки, где мы отвечаем на все вопросы, разбираемся со всеми аспектами интернет-маркетинга, даем домашние задания, проверяем, даем обратную связь. Но, соответственно, в конце, если вы учились, вы получите не просто диплом, вы получите те знания, которые позволят вам двигаться дальше в мире и чувствовать себя хотя бы немного безопаснее. Сейчас действует еще большая скидка до конца года, но если вы еще скажете, что вы от Андрея, вы также можете получить дополнительные специальные условия. Все детали есть в описании к этому видео. Переходите, звоните, пишите. Наши менеджеры вам обо всем расскажут, и вас проконсультируют, подходит ли вам курс. Также, если вашему бизнесу необходим интернет-маркетинг, помощь в социал-медиа-маркетинге, SEO-оптимизации, платных каналах трафика, приходите в мое агентство Para Agency, точно так же вам с этим может помочь. Школа цифровых навыков Пара. Давай разберемся вместе. В Катманду очень сложно дышать. Количество пыли просто зашкаливает все нормы. Каждое утро практически все продавцы лавок, а также персонал отелей, кафешек, ресторанов выходят со шлангами и ведрами на улицу и поливают ее водой, чтобы хоть как-то бороться с пылью и грязью. Если присмотреться на товары, лежащие на улице или близко к ней, то можно заметить сантиметровый слой пыли, который также тщательно и ежедневно пытаются убрать продавцы, но это, честно говоря, не сильно помогает передать им товарный вид. Ладно, когда это сумки, четки или поющие чаши, но ведь здесь же точно так же припадает пылью мясо различных животных, выпечка и сладости. Другой местный стритфуд, который, я признаюсь, пробовал, но крайне ограниченно и не в Катманду. Об этом позже, а сейчас я хочу продемонстрировать вам настоящую магию. И покажу, как в одном месте, полноценно проживая момент и находясь в состоянии сейчас, можно провалиться в вечность и узнать море захватывающей информации. Предыстория. Утро. Часов 9 на часах. Идем мы с вами по району Тамели, и я просто обращаю внимание на мужчин, которые пьют чай масала за столом. Останавливаюсь. Начинаю снимать на одну камеру, потом на вторую. Здесь происходит магия. Давайте сейчас провалимся вот здесь вот вместе. В Непале, вне зависимости от возраста, чай масала пьется 3 раза в день. Кто не знает, чаем масала называют чай с молоком и добавлением специй. Фиксированного способа приготовления чая не существует, и многие семьи имеют свои собственные рецепты. Существует огромное количество вариаций, однако единым остается наличие 4 ингредиентов: черного индийского чая, подсластителя, молока и специй. Обычно это зеленые стручки кардамона, палочки корицы, гвоздика, молотый имбирь и черный перец. Но за много лет существования напитка во многих странах появились разнообразные его версии. Местные в Непале говорят, что чаем масала его назвали иностранцы.
Местные же называют его просто чаем с молоком и готовят как с коровьим, так и с буйволиным молоком. Когда местные приходят в гости, их всегда угощают таким чаем. Обратите внимание, что за столом одни мужчины. Чаще всего они собираются здесь каждое утро, чтобы обсудить политические новости, обязательно поспорить о происходящем в стране и пойти по своим делам. Почему же нет женщин? Женщины в Непале чаще домохозяйки, и в то время, пока мужчины пьют чай, они занимаются домашней работой. Рядом обычный ларек, которых тысячи в Катманду. И это всегда частный бизнес, которым владеет кто-то из ближайшего двора. А вот подъехала машина с водой. В Катманду из-под крана категорически пить и использовать в приготовлении воду нельзя. Поэтому все пьют бутилированную воду. Источники здесь тоже отсутствуют. В городе у каждого дома на крыше установлен бак для воды, потому что правительство не снабжает водой дома на постоянной основе, а лишь раз в неделю дает возможность людям наполнить свои баки на неделю вперед. Но и этого не хватает, и поэтому дополнительно в каждом дворе есть еще колодцы, но вода там отвратительная и подходит только для использования в туалете. Рядом с нашими мужчинами вход во двор. Самый обычный двор. При входе тебя встречают величественные львы. Они же защитники двора и его жителей. Таких львов очень часто можно встретить на улицах этого города перед храмами и дворами. Над входом обычное для Катманду окно из дерева. Но обратите внимание на великолепную резьбу. В наше время вряд ли люди станут заморачиваться и таким образом украшать свои жилища. Сейчас общество больше интересует количество подписчиков в соцсетях и их реакция. А это еще одно произведение искусства – входные двери во двор. Мне тут же захотелось войти и познакомиться с этим местом поближе. Да и львы были не против, и сам двор как-то тонко звал в гости. Как только заходишь, справа и слева не только место для отдыха, где можно посидеть, но и своеобразный алтарь, где жители расположили божеств, которые защищают и благословляют. Здесь и Ганеша, и Будда, и Сарасвати, богиня мудрости, и Наги, они же змеи, и другие божества. Лиц у них уже чаще не видно, так как местные затерли их, делая церемонию пуджи каждое утро и нанося краску. Заходим во двор. Здесь портной за решеткой трудится, а вот женщина носит чай в кафешку тем самым мужчинам. Местные ходят, детишки бегают. А вот через квартиру видно жизнь на улице и наших мужчин, пьющих чай масала. А с этим мужчиной, который совершает какой-то обряд, я сейчас постараюсь познакомиться. Намасте. Меня зовут Йограс Базрацари. Я непалец народности Невари. Живу в этом дворе, его построили мои прапрадеды около 400 лет назад. Это где-то 15 поколений. И долгое время мы все здесь жили, но сейчас часть нашей семьи разъехалась. Здесь у нас находится свой дворовой храм, он называется Бихар. В нем 2 этажа. Наверху в специальной ритуальной посуде, которая называется калас, находится подношение для нашего личного бога двора, имя которого произносить нельзя. А внизу находится статуя Сакьямуни Будды. Каждое утро я начинаю с пуджи. Пуджа – это религиозный обряд в буддизме. Как это делаю я? Пуджа начинается с очищения. Поэтому я сначала принимаю душ, после этого отправляюсь в наш дворовой храм, где зажигаю благовония. Молюсь, читаю мантру и звоню в ритуальный колокол, держа дорджу в районе солнечного сплетения, в сочетании со специальными мудрами. Вообще у меня 38 родственников, но, как я уже говорил, многие из них разъехались в другие районы и живут там. Но так как этот храм наш личный родовой храм, храм нашего двора, и был построен нашими прапрадедами, поэтому в специальные дни мы всей семьей, всем родом, собираемся вместе и вместе делаем церемонию пуджи. Делаем ее 3 раза в год. У нас даже есть специальная книга, где мы записываем даты проведения церемоний. Во время этой родовой пуджи мы делаем преподношение нашему личному родовому богу. Преподношения состоят в основном из фруктов и разной национальной неварской еды. Но этой едой мы не угощаем никого вне нашей семьи. Это запрещено. В 2015 году произошла большая трагедия в Непале – землетрясение. И как и другие дома, этот храм также пострадал. Сейчас мы его всем двором за свой счет восстанавливаем. Кстати, обратите внимание на вот эти красивые деревянные подпорки, на которых видна резьба, которая была сделана еще нашими предками. Так вот, эти деревянные подпорки были установлены здесь еще тогда, когда строили эти дома, то есть сотни лет назад. И как вы видите, даже землетрясение не смогло повлиять на них.
и все осталось целым. Вот так строили наши прадеды. Вот это произведение искусства, которое находится прямо за вами, и его можно найти практически в каждом неварском дворе. Называется на нашем неварском языке «сажа». Оно тоже было сделано нашими предками и до сих пор в отличном состоянии. Для кого-то это обычное окно, а для нас это сажа – произведение искусства. Ширина несущих стен в наших домах около 15 сантиметров. При этом наши дома можно назвать эко-домами, потому что они построены полностью из природных материалов. Кирпича, дерева и глины. Мы не используем цемент и железо. Обратите внимание, что каждая семья имеет свой небольшой 3-, иногда 4-этажный дом, так называемый подъезд. Одна семья, один подъезд. Это подразумевает, что у вас 3-4 этажа, и на каждом из них одна комната. Каждая комната не более 12 квадратных метров. В каждой семье в нашем дворе в среднем живет 5-6 человек. Иногда бывает, конечно, и больше. А вот, например, прямо за мной живет портной. Вот у него большая семья, и ему приходится много работать, чтобы ее содержать. Поэтому с самого утра мы слышим, как он трудится. Также обратите внимание, что там, где работает портной, на окнах решетки. Это не потому, что он много зарабатывает и боится, что у него что-то украдут. И не потому, что в нашем дворе и районе небезопасно. У нас безопасно. Просто термиты съели дерево у этих окон. Поэтому для того, чтобы они не вывалились, семья и установила эти железные решетки как подпорки. Как вы уже поняли, я буддист. У нас 2 основные школы – Махаяни и Базараяни. Я отношусь к школе Базараяни. Это наследственное, потому что наша династия всегда была в этой школе. Мы занимаемся тантра-мантрой. Когда вы только рано утром зашли к нам во двор, я как раз этим и занимался. Ходил по кругу по часовой стрелке и читал мантру. Мантру, в которую я верю, что она очищает мою душу. Мы можем читать мантры вслух и не переживаем, что их кто-то услышит. А есть также мантры, которые мы читаем только внутри себя. Их нельзя произносить вслух. В этом частично и заключается тантра-мантра. Еще один пример. Когда тантрик повторяет мантру, он сам пробуждает свою божественную природу, отождествляется с этим божеством. Можно сказать, что он перестает быть человеком и становится Богом. Когда речь идет о молитве, то ничего особенного, конечно, не происходит. Здесь человек остается человеком, а Бог – Богом. Наш двор особенно не отличается от других непальских двориков. Мы все живем очень дружно. И не только на большие праздники и фестивали ходим друг к другу в гости, но и совместно делаем церемонии пуджи и просто приходим друг к другу на чай. Поговорить о жизни, в том числе пьем массала-чай вместе. В нашем дворе в основном живут неварцы, но есть и представители других народностей и каст, которые все являются непальцами. Не спрашивайте меня сейчас, почему я называю их другими кастами. В Непале все не так, как в Индии. Например, в Индии 4 основные касты, и всех людей условно можно разделить на 4 касты, от неприкасаемых до брахманов. А в Непале все совсем по-другому. Я не буду сейчас об этом рассказывать, потому что для того, чтобы вы поняли, потребуется еще полчаса нашего разговора. Мой род живет в этом дворе уже 15 поколений, но никто не знает, откуда точно мы сюда пришли. Но то, что я точно знаю, так это то, что очень давно Манджушри, сподвижник самого Шакьямуни Будды, его также называют хранителем рая, пришел сюда, в долину Катманду, из Тибета. И в те времена здесь было огромное озеро. Он срезал вершину холмов, и вода из озера ушла. Так и появилась долина Катманду, куда и пришли мои предки, и где мы живем уже давно. Научные исследования подтверждают, долина Катманду в древности действительно была дном озера, прорвавшегося около 12, а по другим данным даже 100 тысяч лет назад, через ущелье Чобар. Вода ушла на юг. Причиной тому было сильное землетрясение. В долине Катманду до сих пор можно обнаружить раковины обитателей древнего озера. Мне 60 лет, у меня нет образования, я даже в школе не учился. Но я постарался сделать все возможное, чтобы дать такую возможность своим детям. Поэтому они учились в хорошей школе. Я не работаю на кого-то, я работаю на себя. Можно сказать, что я бизнесмен. Но ранее я также был буддийским священником. Но денег от этой деятельности не хватало на жизнь моей семьи, поэтому я открыл свой бизнес. У меня строительный магазин, и на жизнь теперь более чем хватает. Моя жена домохозяйка, у меня 2 детей, сын и дочь. Дети выучились и работают в сфере IT. У меня 3 братьев. Жена одного из них прямо сейчас спускается к нам с чаем масала, который мы пьем каждое утро, и сегодня хотим пригласить тебя присоединиться к нашей семье и этой церемонии.
Это жена моего брата. У нее 3 детей, сын и 2 дочери. И они тоже в IT-сфере. Намасте. Меня зовут Меню Базрацаре. Я очень давно здесь живу. Я буддистка, и утром из окна заметила вас в нашем дворе. Вы меня поприветствовали, улыбнулись, и мне захотелось угостить вас чаем. Вообще, мы никогда ни с кем посторонним его здесь не пьем. Но сегодня особенный день, и я просто почувствовала, что мы должны выпить его вместе, и я должна вас угостить. Вообще, в наших поверьях утренние гости – это гости от Бога, и мы принимаем их как богов. Угощайтесь, пожалуйста. Приятного! Это, наверное, будет самый вкусный и самый желанный чай масала, который я пил за свои почти 43 года. Такой сладкий. Обратите внимание на чашки. Вроде как живут бедные, везде грязно, а чашки то ли это для гостей, то ли сами это пьют, я не знаю. Надо было спросить, но чашки прям как у меня дома сервиз. Бабушки. Ули. Как приятно, гостеприимно, мило, душевно. И это просто вот самый простой дворик, в который мы зашли, просто гуляя по Катманду. Простейший дворик. Обратили внимание на чай масала, начинали с чаем масала в этот раз и заканчиваем небольшое путешествие. Мне кажется, про этот двор можно вообще кино отдельное снимать. Если ты живешь в моменте, обращаешь на все детали, даже на грязь, которая здесь есть, даже на вот все детали, то здесь можно вечность прожить только в этом небольшом дворе в Катманду. Пойду попью чаю и пойду гулять. Пойдем вместе гулять дальше. И это был пример простой магии жизни. Как, проживая моменты, обращая внимание на детали вокруг, можно провалиться в вечность. Мы вышли на улицу, и она полностью поменялась. Открылись магазины, мужчин уже нет. Мы провалились в вечность и прожили вместе момент. Правда же так просто и так волшебно. Город, где возможно все. Здесь храм Будды. Здесь еще один храм Будды. Здесь пройти будете с десяток индуистских храмов и еще буддийских храмов. И здесь у нас только что проехали коммунисты. Какая-то колонна ребят с флагами. Вот такой вот город. В этом городе можно встретить кого угодно. Вот только что это были местные бунтари, маочники, коммунисты какие-то. Они против системы капитализма и влияния США. Благодаря им пока не состоялось размещение ракет в Непале, и местные говорят, что бунтарей очень много как в городе, так и еще больше в горах. Но мы с вами идем дальше. Вот женщина делает лепешки дери. Вообще это индийская еда. Обратите внимание, как же много масла она использует. А вот Будда на крыше магазина, хозяин однозначно буддист. Стоит, молится, и он уверен, что дела в магазине пойдут хорошо, и так точно и будет. Рядом с ним первый мусульманин, которого я встретил в Катманду. Оказывается, как говорят местные жители, чаще всего бизнесом занимаются как раз мусульмане. А теперь я хочу вас завести в еще один особенный двор. Это двор с прачечной. Но важна здесь не только прачечная, а и одно особенное дерево в центре двора. Это дерево Бодхи, священное дерево. Мы сейчас о нем узнаем немножко больше. Мне кажется, это была очередная проверка к следующему этапу погружения в жизнь Непала. Ведь уже через 20 минут, пройдя через мост над рекой, где меня уже не удивляет мусор и грязь, а также зайдя на церемонию в очередной индуистский храм, я совершенно случайным образом остановлюсь у одной из многочисленных лавок, продающих четки из семян дерева Бодхи. Кстати, которые используют буддисты, и четок из рудракши, которые используют индуисты. Считается, что рудракша способна стабилизировать импульсы и вбирать в себя большую часть возросшей энергии, тем самым уменьшая напряжение и уравновешивая нервную систему. При перебирании бусин их бугорки, выемки и неровности стимулируют нервные окончания, уменьшают стресс и успокаивают. В общем, я не знаю как, но я вот только что выбрал себе четки из Бодхи размером 10 мм и отдал за них около $300.
Сейчас я собираю для тебя особенные четки с очень редким диаметром косточки плодов дерева бодхи. Здесь 10 мм. У каждого буддиста и индуса обычно есть четки. Мы в Непале называем их мала. Индусы делают их из дерева рудракши, а буддисты из священного дерева бодхи. Поэтому ты легко по четкам можешь определить религиозную принадлежность. В Непале 80% индуистов, 9% буддисты, остальные 11% – это мусульмане, сиддхи и христиане. Я буддист и очень рад, что сейчас соберу для тебя эти особенные четки. Ведь такой случай происходит раз в год, и это хороший знак для меня. Обрати внимание, что каждая косточка имеет глаз Будды, что для буддистов является символом просветления. Согласно легенде, принц Гаутама, медитируя под деревом пипала, достиг просветления и стал Буддой. Впоследствии это дерево назовут Бодхи, что означает «пробужденный». Думаю, ты знаешь, что Будда родился в Непале, и мы этим гордимся. В нашей традиции считается обязательным иметь на территории монастыря дерево Бодхи. Сейчас твои четки светлого цвета, чистые и без энергии. Они наполнятся тобой и твоей энергией, и со временем приобретут другой цвет, более темный и благородный. Я могу их для тебя активировать, но чувствую, что это должно произойти само собой. Здесь 108 бусинок, и это сакральное число в большинстве религий и верований. Ты выбрал 10-миллиметровые косточки, и это самый маленький размер, который у меня есть. Это редкие и очень дорогие косточки, но бывают и меньше, и соответственно дороже. Однажды китайцы купили у меня четки диаметром 8 мм за $8000, но я знаю случаи, когда их продавали и за 15. Китайцы охотятся за 8-миллиметровыми четками, так как цифра 8 на китайском созвучна со словом «разбогатеть» или «благополучие», особенно когда идет повторение «па-па-па-па-па». 8 на китайском «па», а благополучие «фа». Вот, твои четки готовы. Носи с радостью и благословляй мир вокруг себя. Это нетипичная ситуация для Катманду, скажу вам честно. За все время пребывания это единственный случай агрессии, который мне встретился. Насколько я понял, этот парень что-то украл и получил мгновенную карму. Кстати, полицейские здесь тоже ходят с инструментом мгновенной кармы, с длинными дубинками, и легко могут тебя по поводу или без него отшлепать или наказать. Часто поздним вечером они таким образом разгоняют народ по домам. Ну а мы с вами подходим к буддийскому храмовому центру Сваямбунатх. Называется он также Обезьяний храм. Здесь нас встречают не только обезьяны, но и парящие в небе орлы. Я считаю, что это чудесный знак. Нас также ждут львы на входе, толпы туристов, продавцы и попрошайки. Обратите внимание, что в этом месте даже собаки нашли свой дзен. И сейчас я хочу познакомить вас с моим другом из Непала. Его зовут Гопал. Он давно живет в Катманду, работает гидом и в том числе помогает мне. Парень очень веселый, открытый, честный и глубокий. Мы с ним много времени провели и, надеюсь, еще проведем. Намасте. My name is Gopal Ghale. Намасте. Меня зовут Гопал Гхале. Я из деревни Нувакот. Уже много лет работаю гидом, и сейчас мы с тобой в одном из мест силы Непала. Это Сваямбунатх. Дословный перевод слова «Сваямбунатх» – «самопроявившееся». Раньше на месте Катманду было большое озеро, и здесь совершенно не было людей. Но однажды, когда Бодхисаттва Манджушри пришел из Тибета в Катманду и увидел тысячелистный лотос посреди озера, он почувствовал здесь великую энергию, ему это место пришлось по душе. Поэтому он решил, что обычные смертные люди тоже должны иметь возможность любоваться этим лотосом. И он своим мечом прорубил расщелину в горах, через которую ушла вода. И появилась долина Катманду. Когда вся вода вытекла, он нашел маленькую свечку на лотосе. Все местные змеи были в ярости от Манджушри. «Почему ты портишь нам нашу обитель? Почему ты вылил всю воду отсюда?» Они были в очень сильной ярости. Поэтому Манджушри решил создать для них другое озеро.
недалеко от Катманду, и поселил всех змей там, а сам поселился здесь. In the Shambhunath, there is the Panchabhuta. В Сваямбунатх находится Панчабхута, 5 великих основных элементов, которые являются основой всего космического творения. Этими элементами являются земля, вода, огонь, воздух и эфир. В тибетском буддизме это называется Панчабхута. Вообще в буддизме 2 школы – Махаяна и Ваджраяна. И это относится к школе Ваджраяна. У Ваджраяны тоже Будда, просто это другое направление буддизма. В них вообще 5 Будд. И все разного цвета, что тоже означает 5 элементов, то есть землю, воду, огонь, воздух и космос. Желтый, синий, белый, зеленый и красный цвет. Все эти цвета можно увидеть здесь, в монастыре, в том числе и на флагах. Здесь, в Чхуртане, 4 разных Будды, но есть еще 5-й, которого мы не видим, потому что он находится внутри, в центре, который называется Вайорачана. Он белого цвета. И еще есть 4 направления Чайти – север, юг, восток и запад. Там также есть Будды, которые каждый в своем направлении. Buddha in the different direction. And Vairocana, Ratnasambhav, Amokshasiddhi, Akshovya. Вайрочана, Ратнасамбхава, Амогхасидхи, Акшобхья и Амитабха. Они расположены в этих 4 направлениях. И это тоже как 5 элементов. Nobody knows who construct this monastery. Никто не знает, кто на самом деле построил этот монастырь. Раньше у нас была монархия, то есть королевство. И только вот в 2008 году мы с этим покончили. И в те времена было много династий, таких как Малва, Кираты, Личхавы. Они в свое время по распоряжению короля Протапа Малва устроили лестницу из 365 ступеней и поставили Ваджру, которая сейчас ведет на холм к ступе Сваямбунатх. Лестница украшена скульптурами и различными изображениями животных. На вершине лестницы, прямо посередине, он распорядился установить гигантскую ваджру, как символ прочности, несокрушимости и чистоты на пути к просветлению. We have two religions. У нас 2 основные религии. 80% населения исповедуют индуизм, и остальные – это буддисты. Но сюда приходят люди всех вероисповеданий. Будь то индуисты, буддисты, им не важно, кто ты. Они не ограничивают доступ только для индуистов или мусульман, или буддистов, или еще кого-либо. Буддизм всегда приветствует людей других вер тоже. Поэтому сюда приходят все. Это место очень известно, кстати. В 1979 году его признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и Бодхнатх, Пашупатинатх, Сваямбунатх. Они также были признаны в том же году. These are the declared in 1979. The UNESCO declared. And here, every day, tourists. Сюда каждый день приезжают туристы из разных стран, более 1000 человек в день. Прямо отсюда можно увидеть всю долину Катманду, как она развивается и как строится город. И еще, это очень важное место для тамангов. Таманг – это такая непальская народность со своей культурой и своим языком. Они рождались здесь и умирали тоже здесь. Внизу даже есть место для сожжения их тел после смерти. Таманги – буддисты. Они приходят сюда и делают кору. Обходят ступу по часовой стрелке нечетное количество раз. Когда мы начинали, ты сказал «намасте». Что для тебя значит «намасте» и что это слово означает на санскрите? Намасте. Намасте means always... Намасте – это не просто приветствие, это слово из санскрита. Намах – поклон, те – тебе. Мы говорим «намасте», да. «Намасте» – это когда ты соединяешь свои ладони перед грудью, вот так. Это означает «я уважаю тебя», вот. Я как бы показываю, что уважаю тебя всем своим сердцем и своими 10 пальцами. Изгибаю руки вот так. Мы всегда показываем «намасте» так. Это проявление уважения к гостю. Когда мы встречаем его впервые, мы всегда ставим так ладони перед грудью и говорим «намасте». We say «намасте». Намасте. И вам намасте. Сваямбунатх, конечно, впечатляет своими размерами и размахом. Отсюда также открывается вид на долину Катманду и на то место, куда мы сейчас, после очередного чая масала, всего лишь за 25 рупий и отправимся. В этот раз отправимся на обычном непальском такси, где и узнаем о жизни у местного таксиста. В 16 лет я переехал сюда жить, потому что в моей деревне работы особенно не было.
Это сейчас там открыли альтернативный аэропорт, построили дорогу и более-менее что-то начало развиваться. Но 30 лет назад там было очень-очень сложно. Местами даже печально. У родителей я второй сын. Вообще в нашей семье 6 детей. 5 братьев и сестра. С моими 4 братьями мы живем в Катманду, а остальные остались на родине. Здесь я создал свою семью. У нас с женой 2 сыновей, и между ними 21 год разницы. В свое время я не имел возможности учиться, даже в школу не ходил. Так часто бывает в Непале, особенно у моего поколения. А вот нашему старшему сыну у нас с женой получилось помочь получить высшее образование. И он уже уехал работать в Австралию, и сейчас он не только сам себя обеспечивает, но и помогает нам. И я же 30 лет назад из-за того, что не имел никаких знаний, смог устроиться только разнорабочим на стройку. Последние 8 лет я работаю водителем такси, это моя машина уже 20 лет. Я ее очень люблю. Она наша кормилица. Но сейчас моя малышка уже выходит на пенсию. Ей осталось 3 месяца, и то потому, что государство дало такую возможность. Иначе мы бы уже попрощались. В Непале машина имеет срок годности, и по его истечению ты обязан утилизировать свой транспорт вне зависимости от состояния. В основном новый автомобиль может прослужить 20 лет. Но есть исключения в зависимости от марки авто. Скоро мне предстоит покупать новую машину, а стоят они у нас очень дорого. Например, Hyundai i10 в самой простой комплектации обойдется от 23 тысяч долларов, а зарабатывая около 3000 рупий в день. Это 23 доллара. Но за вычетом затрат мне остается максимум 15 долларов. Хорошо, что мой сын помогает купить новый автомобиль. Иначе я никак не смогу на него заработать. Поэтому вы сейчас понимаете, как важно заботиться о своих детях, давать им лучшее, и тогда они помогают тебе. У нас в Азии это всегда так. Сначала мы заботимся о детях, а потом они о нас. Поэтому у нас часто много детей в семье, чтобы было кому заботиться о близких. Мы не рассчитываем на пенсию и помощь государства, только на себя и свою семью. Я был буддистом, папа был шаманом, а сейчас мы все христиане. Знаешь почему? Когда-то давно моя сестра сильно заболела, и ей ничего не помогало. Мы не знали, что делать, и кто-то из близких предложил сводить ее в церковь. Что мы и сделали. И знаешь, что произошло? Она исцелилась. Произошло чудо. И теперь мы христиане. Я вижу, что тебе непривычно на наших дорогах. Возможно, это потому, что у нас левостороннее движение. Но, скорее всего, ты еще не привык к нашему хаосу, и это нормально. Я частенько наблюдаю такую реакцию у иностранцев. Не переживай. Снаружи выглядит как хаос, да, у нас нет светофоров, и все едут в одном потоке. Одновременно переходят дорогу в неположенном месте, поворачивают без предупреждения и обгоняют чуть ли не боком и сверху. Но аварии случаются крайне редко. Мы все водим аккуратно и заботясь о ближнем. Я никогда не попадал в аварию, и даже если кто-то кого-то заденет на дороге и поцарапает машину, то люди просто покачают головами и разъедутся. Каждый по своим делам. Полицию вызывать никто не будет. Снова я хотел поделиться радостными новостями. Мы наконец-то за последнее долгое время смогли обновить наше приложение Trip My Dream для iOS, добавили новые фичи, убрали те, которые уже не нужны, не работают. И это хорошая возможность вам напомнить, что если вы куда-то имеете возможность путешествовать по бизнесу, просто путешествовать, переезжаете, вам нужны выгодные авиабилеты в любую точку мира, всегда начинайте свои путешествия, либо поездки на Trip My Dream. Либо заходите на сайт tripmydream.com, вбиваете свои даты, вбиваете, откуда вы летите, куда летите, выбираете по всем авиакомпаниям, по большинству классных онлайн-продавцов, выбираете и лучший рейс, и лучшую авиакомпанию, которая вам подходит, и, соответственно, ту цену, которая вас устраивает. Переходите и покупаете. Также, если у вас телефон Apple, то можете поставить себе приложение, точно так же искать авиабилеты непосредственно в вашем приложении. Также у нас огромнейшая медиа. Там, кстати говоря, на сайт вот до сих пор, несмотря ни на какие сложности, происходящие в мире, корона нас подкосила, война, соответственно, нас подкосила очень сильно. Все равно к нам приходит около 1 миллиона путешественников со всего мира, которые находят полезную информацию. У нас очень много полезной информации для путешественников, в том числе и телеграм-канал, где мы пишем все новости, касающиеся тревела, ежедневно по несколько новостей, самое главное, публикуем. Делаем подборки авиабилетов и все вопросы, касающиеся
беженцев, временно переселенных людей, переселенцев мы также освещаем в нашем телеграм-канале и на нашем сайте. Поэтому, если вы вдруг ищете какую-то помощь для беженцев, хотите узнать, где есть какая-то помощь украинцам, которые живут за границей, либо на территории Украины, то, соответственно, переходите и находите эту помощь, в том числе в нашем телеграм-канале. Все ссылки, как всегда, есть в описании к этому видео. И да, приятного просмотра этого невероятного видео дальше. Вы знаете, у меня 200 или 300 видео в YouTube точно, я их не считал, но около 300, наверное. Это самое сильное. Вот мое личное мнение, я его смотрю и думаю, блин, ты сделал тот фильм, ради которого ты так долго был в YouTube, а я в YouTube 6 лет, 7-й пошел, да. И это самый сильный фильм, вот мое такое ощущение. Приятного просмотра дальше. Досмотрите, пожалуйста, возможно, я еще сделаю вторую часть о Непале, о жизни здесь и о другой части Непала и о другой стороне. Он будет называться «Восхождение». Так я уже придумал название для второй серии Непала. Приятного просмотра дальше. Я, наверное, никогда в жизни не ездил еще в таких маленьких машинах и так неудобно не сидел. Для того, чтобы переключить коробку передач, мне приходится прятать мои ноги влево. Когда я задавал вопросы, интуриировал нашего водителя, это было вообще, я не знаю, как я вообще это все смог выдержать здесь. Потому что, ну, в общем, ладно, неважно, не об этом. А второе, что хотелось сказать, что я бывал и в Индии несколько раз, и в Таиланде, в Бангкоке в том числе, и в Китае, и в больших мегаполисах. Но такого настолько загрязненного города, а это чувствуется сейчас, когда мы здесь едем на дороге, я еще не встречал. Вот мы едем минут 20, и у меня ощущение, что я уже надышался, как будто я скурил пачек 50 сигарет. Я не представляю, как здесь живут в близлежащих районах люди. Просто везде стоит не то чтобы пыль. Если бы я сейчас вышел на улицу, просто прошелся, думаю, что минут через 20 просто с меня можно было снимать, вот, знаете, там, да, гашиш делают, да, бегают по полю, вот, голые, а потом снимают. Вот можно было сделать гашиш только из того смога, который здесь стоит в этом городе. Просто пипец полный. И люди, хаос какой-то на дороге, хаос. Едут, ну, как в Азии ездят, в принципе, в больших городах. Кто громче, тот и перец. Все друг друга подрезают, обгоняют. Пешком идут люди и просто сидят здесь, знаете, просто ждут чего-то. Ну, своя вот такая вот атмосферная жизнь вокруг трущобы. Вот реально, ну, вот тот Катманду, который я видел и который вижу сейчас, это совсем два разных города. И дороги вообще ужасные, просто мы на каких-то американских горках. Ну, в общем, впечатлений полные штаны. Дождь нам не помеха, как видите. Мы прошли первый из необходимых как минимум 3 кругов вокруг самой большой ступы в мире. Мы находимся в Будданате, все тот же Катманду. И сейчас вот вместе со мной по часовой стрелке по кругу идут как буддисты, так и просто туристы. Буддисты чаще щетками и читают мантру Ом Мане Падме Ом. Ну, а мы с вами по желанию можете присоединиться, прочитать ее со мной, с моими, в том числе, новыми четками, которые я себе купил. Кстати, у всех четок, ну, не у всех, неправда, у большинства четок, причем в различных религиях, обычно 108 основных четок, на которых ты читаешь мантру. И, допустим, в кришнаизме, я был когда-то кришнаитом, около 30, даже больше 30 с чем-то лет назад, мы читали по 16 кругов каждый день мантру Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Итак, 108 раз один круг. Итак, 16 кругов. Встаешь в 4-5 утра и читаешь эту мантру. О мантрах, о чтениях, что это дает, я думаю, что мы еще поговорим и разберемся. Не со мной. Мой опыт сегодня
не так важно. Кстати, у меня вот браслетик, который мне подарил этот парень, с которым мы снимали сегодня про четки. Так вот, он темнеет, то есть это же как и четки. Они сейчас светлые, а потом станут более темные. Набирают влагу, темнеют. Через 2-3 года они вообще будут такого очень темного цвета. Он мне хотел продать свои четки размером 9,5 мм за ту же цену, но я решил не брать его четки, наношенные уже, намоленные чем-то, а взял свои новые, которые он для меня собрал и которые просто будут со мной. В том числе, как и приятное воспоминание о посещении его и о посещении Непала и Катманду. Дождь реально не помеха. Вообще совсем не мешает ни мне, ни идущим. Хотя они, правда, с зонтиками. Я не подготовился, я без зонтика. Но дождь не помеха. И да, кстати, здесь вот такие вот четкие, как я купил сегодня, 10 миллиметров. Не бы стоили в 2, наверное, 3 раза точно дороже. Ну все, я пошел доходить свой второй круг, а потом уже третий. И вот иду я себе под дождем, радостно перебираю четки, читаю мантру «Ом мани пейме гум», и тут внезапно чувствую, как меня зовет мандала. Нет, не словами зовет, я просто чувствую ее зов. Сердцем чувствую. Захожу в магазин и знакомлюсь с невероятным человеком, и после 15 минут общения уверенно достаю камеру, вешаю микрофон и... Мы начинаем с куска хлопка. Растягиваем его на деревянной раме, но это может немного порвать ткань. Чтобы избежать разрывов, мы используем клей, называемый гессо, который делается из плавленной смолы и белой глины. После нанесения этой смеси и высыхания хлопок становится твердым и гладким. Видите? Как кожа. Затем мы натираем его твердым камнем. Таким образом, мягкий хлопок превращается в очень гладкий материал, напоминающий кожу. Can you see it? It's like leather. You feel it very smooth. Okay? All are like this. And also all the design of the sketch. Мы должны следовать строгим правилам в нашем эскизе. Нам нельзя использовать собственное творчество. Все должно соответствовать правилам. Эти правила включают текст, значение и пропорции. Мы можем изменить внешнее украшение, но пропорции должны оставаться такими же. Цвета тоже фиксированы. Например, используются определенные цвета для студентов. Я сейчас быстро покажу вам кисти. Я как раз до этого работал над проектом, но остановился, потому что мы скоро будем уже закрываться. Эти кисти сделаны из волос кота и кролика. Это не карандаш. Кошачий волос придает им профессиональное качество, делая технику отличной. Если вы посмотрите внимательно, вы заметите прямые линии, тонкие детали и волны. Некоторые рисунки очень просты, другие – среднего уровня, немного лучше. А потом уже идут продвинутого уровня, которые действительно великолепны. Разницу можно легко заметить. Это вот рисовал опытный мастер, сразу видно. You can see better master. Best master has a very fine, very miniature works, very tiny works. It takes long time to do the complete for one. Это вот разные уровни работ. Можно сразу заметить, где мастерство высшего уровня. Мастера создают очень детализированные картины, тратя много времени на одну. А это стиль, который как раз сегодня очень популярен. Мандалы распространены в нашей культуре, особенно во время особых событий, таких как дни рождения или свадьбы. Люди приобретают их, даже не зная их точного значения, зная только то, что они символизируют мир и добрые пожелания. Эти картины – это молитва о счастье и мире во всем мире. Мастера подписывают свои имена под своими картинами, но студенты и художники среднего уровня обычно нет. Это лама рисовал? Да, это можно заметить сразу. Мы также используем настоящее 24-каратное золото, но студенты и новички используют подделку, так как они все еще учатся. Чтобы стать мастером в этом искусстве, нужно пройти 6-летний курс. Но это зависит от их таланта и личного интереса. Терпение также крайне важно. Любой заинтересованный может присоединиться, независимо от своего происхождения. В моей семье мой отец, и мать, и брат, и сестра, и невестка, и Шурин художники. У нас это в крови. Вот такие произведения искусства мы создаем. Okay, so this is kind of artwork.
Сколько времени занимает создание вот такой вот мандалы, как это? Это зависит от уровня мастерства и таланта. Например, большая картина, как эта, занимает около 4 дней работы. Это примерно 5-6 дней. Однако вот это с ее множеством тонких деталей требует более 2 недель для завершения. Разница во времени обусловлена уровнем детализации. Если посмотреть внимательно, видишь, как идеально нарисован цветок лотоса и все животные – лошади, львы и слоны, а также волны и изящные линии. Все рисуется от руки, между прочим, без каких-либо линеек или циркулей. Поскольку эта работа не такая идеальная и детализированная, она стоит всего лишь $100, в то время как более качественная работа – $250. It comes $250. See the differences. Заметь разницу, если речь идет о цене. Даже если картины похожего размера, как эти, $20, но такой же размер. Но вы хотите произведение искусства или просто рисунок? Рисунок будет просто как сувенир или украшение на память, а произведение искусства – это уже совершенно другой разговор. Видишь, какая изящная здесь техника? В этом и есть разница. Details, something the workmanship. We can see how finest technique are there. So this is the difference. Как у той картины, которая привела меня сюда. Космическая мандала, да? Да, та огромная, которую я хочу видеть на стене у себя дома. Она просто огромная, и в нее хочется нырнуть. Она как нора, как кроличья нора, куда я могу нырнуть и попасть в свое внутреннее пространство. Это то, что она мне сказала, когда я впервые заметил ее, наматывая круги вокруг ступы с четками. Поэтому я сказал своему другу, что нам следует зайти в этот магазин, потому что она меня зовет. Он говорит: а нет, пойдем в другое место, давай пойдем туда, там тоже много мандал. Я говорю: нет, мы пойдем сюда, меня зовут именно туда, меня зовет именно эта мандала. А кто ее нарисовал? Мой брат, Суман Лама. Это рисунок или произведение искусства? Это произведение искусства, конечно. Какой рисунок, ты что? Это техника очень высокого уровня. It's very high technique is there. Этот парень только что за 30 минут рассказал о буддизме лучше всех предыдущих ораторов, которые мне встречались. Его рассказ не хочется обрезать, поэтому вы увидите его вместе с другими интересными целителями в одном из следующих выпусков. Вместе с саундхиллерами и другими интересными персонажами, которые, поверьте, вам будет интересно посмотреть и послушать и понять. А это та самая мандала, которая меня позвала. Это космическая мандала. Она представляет собой Вселенную и особенно полезна для нашей человеческой природы, когда наш разум неспокоен и борется с жизнью. Мандала помогает получить космическую энергию, позитивный взгляд на вещи и сосредоточить ум. Отходишь на 5-10 метров, пытаешься сосредоточиться и фокусируешься на центре. Тут все 5 элементов, которые тоже приносят позитивные вибрации и волну энергии. И вот, Омахум, Омахум, Омахум. Как я говорил тебе, разум, речь и тело, которые всегда активизируются для действий. И хорошо, когда мы держим их под контролем. Еще здесь 9 планет. Вот они изображены. А это нирвана. Она всегда в центре. Это пробужденность. Это пустота. Знаешь, что такое пустота? Что она означает? Ничто. Нет, не ничто. В буддизме это пустота независимого существования. Вот что такое пустота. Это и есть наша цель. Вот эта точка здесь. Как думаешь, почему она привела меня сюда? Почему она тогда звала меня и почему я сейчас ее покупаю? Это все ее энергия. Как я до этого уже сказал, все, что нам нужно, это космическая энергия, сила Вселенной. Космическая мандала привела тебя сюда, потому что вот, здесь есть элементы, которые привлекли твое внимание. В них ты увидел что-то, во что веришь сам. Ну что, давайте упаковывать. Надеюсь, домой надо едет целое. Благодарю тебя еще раз.
Ну вот просто прогуливаемся, и у нас очередная ступа Будды. Просто в районе. Кстати, обращаем внимание, какой взгляд у нас сейчас. Вот напишите мне, интересно, вот какой вы взгляд сейчас видите. Осуждающий, нейтральный, злящийся, улыбающийся. Каждый в любом случае увидит свой. И вот у нас большая ступа. Здесь происходит какой-то ремонт. Сидят ребята, которые работают. Эти головой качают. Все как в Индии. Чаще это значит да, но качать могут головой по разной причине. Я в Индии был неоднократно, поэтому мне это движение головой очень знакомо. И видите, как они добродушно, радостно смотрят на меня. Кто-то пришел, поставил благовоние, значит, совершил какой-то обряд. Тоже своеобразная пуджа. Кстати, обычно вокруг ступ проводятся выборы, которые происходят в Непале. И просто улица. Все живет. Тут на самом деле снова можно провалиться в любой магазин, к любому человеку подойти, в любой двор зайти. Куда ты не пойдешь, у тебя везде жизнь. Я сейчас вспоминаю Европу, где ты идешь и все одинаково. Да, красивые, классные дороги, велосипедные дорожки, все сделано, но здесь я чувствую жизнь, вот абсолютно во всем. Смотрите, сразу снова дом. Вот обычный, казалось бы, обычный просто дом. И очередное произведение искусства. Можно, конечно же, войти вовнутрь, посмотреть, что там происходит. Наверное, этот дом уже не действующий, здесь сейчас не живут, но посмотрите, как красиво. Смотрите, какие детали. Сколько надо времени, чтобы сделать такое волшебство. И вот ты просто можешь проваливаться в жизнь, наблюдая. Просто невероятно. Сейчас я скажу намасте, и женщина мне, которая продает платочки, тоже, скорее всего, говорит намасте. Вот, правда, микрофон ко мне поэтому плохо слышно, но все равно намасте, намасте. Мы друг другу желаем. Вы уже знаете, чего мы друг другу сами желаем. Идем дальше прогуливаться по очень атмосферному Катманду. Кстати, в Катманду нет, видите, тротуаров нет вообще, они отсутствуют, тротуары отсутствуют. Но при этом, вот вы смотрите, вот снова утро. Снова у нас брызгается, чтобы пыль не попадала к нему. Ну и, соответственно, тоже ритуал очищения определенный. Нет тротуаров. Все ездят хаотично, при этом чувствуешь себя абсолютно безопасно. Вот ты идешь, чувствуешь действительно себя безопасно. В этом хаосе, который происходит, все равно чувствуешь себя безопасно. И снова сейчас скажем намасте и получим намасте обратно. Намасте! Вот видите, всем, друзья, намасте. Я уже не первый раз подмечаю, что в Непале как-то очень быстро работает материализация. Вот только о чем-то подумал, и буквально у тебя материализация. Смотрите, только что ехал сюда в место, в которое мы приехали, оно называется Лалипут. Ехав сюда, я обсуждал с местными ребятами, которые здесь живут, условно, стоит ли ехать в Пашупатинат. Мне говорят: Андрей, по энергетике Пашупатинат такое место, где проводится кремация. И после этого там кремация, людей сжигают, вода, все дела, происходит вот то, что происходит. Так вот, едем мы, и я думаю, посещать Пашупатинат или нет. Приехали мы сюда, в Лалипур, и только я выхожу, говорю таксисту: установи красиво, хочу снимать, идти. И я думал, идет церемония пуджи. Бегу снимать, так радостно, сейчас сниму по церемонии пуджи. И знаете, что это было? Это похороны. Тут похороны. Люди кричат, плачут, несут тело. И это похороны. Будьте аккуратны с мыслями. Экология мыслей. Потому что все очень быстро, часто материализуется. Думайте, о чем вы думаете, и делайте все с ответственностью. Я уверен, вы уже поняли, что это магическая страна, в которой все материализуется мгновенно. По крайней мере, у меня. Только что здесь я подумал о том, что хочу больше узнать об этом месте. Буквально проходит 3 секунды, и появляется этот местный со своим рассказом.
Hi, namaste. Welcome to Nepal. Намасте. Добро пожаловать в Непал. Сейчас мы находимся в городе Патан. Патан переводится как «город красоты». Еще одно его имя – Лалитпур. Лалитпур означает «город изящного искусства». Дурбар – это дворец, где жили короли и королевы. Да, именно здесь они и жили. Однако это всего лишь часть Дворцовой площади, которую называют Мулчок. Мул означает «главный», а чок – «двор». Когда король и королева устраивали фестивали и свадьбы, они приглашали сюда людей и проводили свои церемонии и мероприятия во дворе. Еще такой интересный факт. Во время нашего национального праздника, который проходит в октябре и называется Дашайн, здесь индусы в свое время приносили в жертву 5 разных животных – уток, кур, овец, козлов и буйволов. Буйвол символизирует агрессию и гнев. Овца символизирует глупость. Курица – трусость. Козел – зависть. А утка – равнодушие и неуравновешенность. Чтобы избавить людей от этих 5 плохих иллюзий, они приносят в жертву этих животных и обливают кровью храм богини Калли. Этот праздник является одним из национальных праздников, которые отмечаются по всему Непалу. Вот такие у нас разные боги и богини. И считается, что чем больше у бога рук, тем больше у него силы, а чем больше голов, тем больше мудрости и знаний. Все они сделаны из тикового дерева, которое считается одним из самых прочных в Непале. Однако для его роста требуется сотни лет, и живет оно на протяжении тысячелетий. Так вот, все эти боги и богини – это по сути воплощение 3 основных богов индуистской религии – Брахмы, Вишну и Шивы. Брахма – творец, Вишну – защитник, Шива – разрушитель. Эти 3 бога очень могущественны и способны принимать различные формы жизни. Всего у нас в нашей индуистской традиции 33 миллиона богов и богинь. Само же население Непала около 29, давайте скажем, 30 миллионов человек. То есть у нас больше богов и богинь, чем людей в стране. А это столб, к которому привязывают буйволов и режут с другой стороны. Если говорить об архитектуре, то у нас 3 основных стиля. Первый – это пагода. Пагода в основном представляет архитектуру города Невари. Невари – это одна из местных этнических групп в долине Катманду. Они очень преданы и добры. Основные празднества проходят здесь, в долине. Первый вид архитектуры – пагода, второй – ступа и третий – шикара. Шикара – это каменный храм, который вы можете увидеть снаружи. И это, по сути, и есть главный представитель этой архитектуры. Мы зашли в один из самых красивых дворцовых комплексов, известным как Сундари Чаук. Сундари переводится как «красивый», а Чаук – как «дворец». Это один из самых красивых дворов дворцового комплекса, где когда-то принимала ванны королева. Здесь выполнена великолепная резьба из камня со всеми этими индуистскими божествами, богами и богинями вокруг бассейна, вместе с Вишну и Лакшми, а также Гарудой на фонтане. Вода текла сюда прямо с горы, с обеих сторон видны наги. В основном они служили для защиты, а вот это каменные плиты, они для медитации. Король медитировал на этих каменных плитах. С другой стороны, это бог Хануман, могущественный бог обезьян. В индуистской религии верят, что тот, кто ищет силу, должен помолиться здесь Хануману. Кстати, обезьяна – это транспорт Раммы.
А здесь был ботанический сад для королевской семьи. Этот пруд был создан здесь в основном по соображениям безопасности. Здесь хранили воду. Если что-то случалось с дворцом, например, пожар, они брали воду отсюда и тушили ей огонь. Здесь обычно королевы переодевались. Там водяной фонтан. Воду в нем тоже считали святой. Эту воду собирали и приносили в жертву различным богам и богиням. Этот целый отдел был предназначен только для королевской семьи. В древние времена Непал был разделен на 22 маленьких королевства, а сама долина Катманду делилась на 3 королевства. Три брата правили Катманду десятилетиями. Один в Бхаптапуре, один в Катманду и один здесь, в Паттане. Эта площадь считается одной из старейших Друбар-площадей во всей долине Катманду. Все те колокольчики, которые вы можете заметить в этих храмах, это ветряные колокольчики. Когда дует ветер, они звенят. И это символ мира. Справа находятся дворцы, а слева секции дворца. Дурбар означает место для королевской семьи. Хорошо. Вернемся к площади, к другой секции и другому дворцу. Это место выглядит как кладбище, но у нас нет кладбищ в индуистской традиции, потому что в индуистской традиции мы кремируем тела. Если бы вы пошли посмотреть на церемонию кремации в Пашупатинатх, вы бы увидели там только индуистов, потому что мы кремируем тела. Однако тут все это написано на палийском языке, который сегодня довольно сложно разобрать. Еще весь этот задний двор был кафе, организованным американским Hyatt Regency. Но после короны тут все закрылось. Туризм рухнул. Так что они вернулись в свои отели Hyatt. А это Шива-лингам, символ мужского и женского начала. Символ создания мира. Шива – один из богов в индуизме, так же, как и его сын Ганеша. Когда кто-то устраивает свадебное торжество, мы обычно молимся Ганеше о удаче. Его транспортное средство – это крыса или мышь. У каждого бога в нашей религии есть свой вид передвижения. А эта целая часть Дурбара была разрушена в 1934 году из-за землетрясения, но позже ее восстановило правительство Австрии. Но в 2015-м у нас снова было большое землетрясение, и большинство дворцовых комплексов в Непале было разрушено. Это, конечно, большая трагедия. Мы снова вернулись на площадь. Это основные достопримечательности. Вы видите, вокруг стоят храмы, посвященные разным богам и богиням. Однако, все-таки это один из самых красивых храмов на площади Паттана. Это Кришна-мандир. Это единственный в Непале храм, полностью выстроенный из камня, и на крыше которого можно увидеть 21 золотую шпицу из настоящего золота. На столбах этого храма изображены сцены из Рамаяны и Махабхараты, самой длинной поэмы в индуизме, высеченные красивой резьбой. Женщины обычно приходят сюда молиться о плодородии. Храм полностью выполнен в стиле архитектуры Сиккара. Мугалы называют это архитектурой Сиккара. В ней используется много камня. И столб, который вы видите, это стальная птица Гаруда, транспорт Вишну. Также перед храмами на каждой стороне Дурбар-площади вы видите слонов, львов и тигров. Это стражи дворца, а стражи должны быть сильными. Вот почему перед храмами и на площади стоят такие сильные животные. А еще вы видите золотые окна, вон там.
Это окна, из которых король обращался к народу. В древние времена население было небольшим, но у них был активный торговый бизнес с Тибетом, Китаем и северными частями Индии. Именно благодаря этим и всем тем деньгам, которые от этого приходили, они могли строить так много храмов вокруг Дурбар. Но основным мотивом для короля и королевы строить все эти храмы был контроль над населением. Ведь в древние времена практически все люди были верующими, и король и королева решили, что если они построят больше храмов, люди будут больше поклоняться и им в том числе. И еще больше людей означает больше солдат. Касательно размера дверей в Непале, вы, возможно, заметили, что они невелики. Это не означает, что люди тогда были меньше. Первая причина – это символизм проявления уважения к нашей культуре и религии, как мы кланяемся. Вторая причина – безопасность. В те времена между королевствами часто вспыхивали конфликты, и когда другие части королевства нападали на Паттан, толпы солдат не могли сразу войти внутрь, только по одному. Поэтому из-за соображений безопасности двери в Непале были сделаны меньшего размера. For security reasons, they build the doors smaller in Nepal. Namaste. Namaste, namaste. Namaste, that was good. Dhanyabad. Настало время привести вас в очередное особенное место. Мы в Коктапуре, это бывшая столица Непала. Тут вообще все по-другому. Еще более живо, красочно и колоритно. Люди такие вкусные. Прям не могу. Иду и просто со всеми знакомлюсь. Всех снимаю, со всеми завязываю свой роман и проживаю свою историю. А вот смотрите, какие-то мужчины играют в какую-то странную игру. Как называется эта игра? Это традиционная игра народа Невари. Называется Касималапан. Касималапан. А как в нее играют? Ой, это не так просто объяснить с моим английским. Мы играем с помощью 4 палочек. Каждый игрок выбрасывает их, и если только одна из них выпадет определенным образом, то это хорошо. И так по кругу. Как-то так. У них сейчас перерыв на обед или они безработные? У них вообще работа есть, но именно в данный момент работы нет. По расписанию должны были бы работать, но работы просто нет. Почему? Кризис? Нет туристов. Они занимаются туристическим бизнесом. Туризм бизнес? Я понял. А ты чем занимаешься? Я работаю таксистом. Ты тоже Невари, да? А какие у Невари различия с другими народностями Непала? Невари это тоже непальцы. У нас разные языки и культура. У народа Невари они совсем другие. Ты здесь живешь? Слушай, это очень красивый город. Гораздо красивее и интереснее, чем Катманду. Благодарю. Тебе самому нравится здесь? Да, это мой родной город. Это фантастика. Вот это место, вот да, обратили вы внимание, я его показывал подольше. Ощущение портала, правда? Вот смотришь и проваливаешься туда, как в портале каком-то. Какое-то место прям, я не знаю, ну, мне оно... Такое ощущение, что я здесь был. Вообще у меня Непал такое ощущение, что я здесь когда-то жил. В целом, когда я сюда летел, в самолете сидел, у меня было ощущение, что я здесь жил. Я еду туда, где я уже был, где я уже жил. А это место прям портал. Прочувствуйте вот глубину облаков и вообще всего вида, и просто проваливаешься. Как та мандала, которую я приобрел, вот точно так же здесь вот природная мандала. Проваливаешься. Просто проваливаешься. Кайф. Невероятно. Да, это место, в котором хорошо без моих комментариев и без моих рассказов. Здесь происходит магия погружения
в сказку. Давайте вглядимся. Два знакомых вам лица. Справа не палец, сделанный не палкой и не пальцем. И слева не палец, точно так же сделанный не пальцем и не палкой. Но справа у нас буддист, а слева у нас индуист. При этом, посмотрите, справа парень похож больше на китайца, а слева парень похож больше на индуса. Даже индийца, потому что индус – это вероисповедание, индуист, а индиец – это житель Индии. И два человека не пальцем. Гопала, который справа, вы уже, надеюсь, помните. А к непальцу, который слева, мы сейчас пойдем домой в гости. Только вот дождь пройдет, все помедитируют вокруг, и мы пойдем. Кстати, обратите внимание на парня во всем белом, который сейчас проходит внизу. Когда у тебя уходит в мир иной кто-то из родителей, ты должен определенное время ходить во всем белом, готовить себе сам и находиться как можно больше в одиночестве. Скорее всего, кто-то из близких у этого парня совсем недавно и ушел. Мы приветствуем тебя у нас дома в Бхактапуре. Это обычный дом, один из тех, в которых живут невари. Невари – это такая народность в Непале, и в этом городе большинство – это невари. Но я не невари, я другой касты. Не хочу говорить, какой именно. Вообще, Бхактапур – старейший город Непала. Он богат культурой, историей и когда-то был столицей. В нашем городе 4 площади, которые обязательно нужно посетить. Главное – это Дурбар-сквер. Это главная королевская площадь. Дурбар означает дворец. Вторая – это Тауматхи. Там находится самый высокий храм Непала, который мы называем храм Ньятта-Пола. Третья – Гончарная площадь, где изготавливают глиняные горшки. И четвертая площадь Даттатрея, где мы пообедали с тобой с волшебным видом, пока шел дождь. У города также есть два названия. Это Бхактапур, который означает «город преданных». Это новое название. А старое название – Бхат-Гаон, что означает «город риса» или «деревня риса». Бхат – рис, Гаон – деревня. В Бхактапуре проживает народ невари. Они занимаются земледелием. Но сейчас, когда люди уже более образованы, они могут заниматься и чем-то другим, например, бизнесом или другими видами деятельности. Это часть моей большой семьи. В этом доме нас живет где-то 7 человек. С нами здесь моя жена, теща, сестра жены и наши дети. Моя дочь работает в аэропорту. Она сейчас как раз на работе. А вообще женщины в нашей семье не работают. Они домохозяйки, так сказать. Работаю и содержу семью я и моя дочь. Наш старший сын сейчас учится и работает в Германии. На жизнь нам нужно около 40-50 тысяч рупий. Это деньги на еду, образование, оплату за учебу, на все остальное. А этот дом мы арендуем, и обходится он нам около 15 тысяч рупий в месяц. Здесь 3 спальни и, соответственно, 3 этажа. Все как в большинстве квартир и домов в Непале. Я знаю, что ты в восторге от Бхактапура и рекомендую тебе попробовать наше особенное блюдо. Наш город очень известен своим йогуртом. Йогурт у нас очень популярен. Мы называем его Джуджу-тхау. И многие местные приезжают сюда, чтобы просто отведать его. Вот так символично, под крик петухов, наш герой пошел на главную площадь города Бхактапур для того, чтобы снова искать клиентов и работать. Вообще ощущение, что в этом городе все на чили. Собаки на чили, петухи на чили, люди на чили. Если честно, мужчины играют в одну игру, вторую игру, как вы уже увидели, а в третью игру просто сидят и болтают, а женщины работают. Ну вот серьезно. Мужчины сидят себе, занимаются своими делами, жизнью, а женщины работают. Почему так? Не знаю.
Это джуджудаи, местный непальский йогурт, который кушается холодным. Я уже второй ем. В общем, съел я не 2 йогурта, а штук 5. Он, реально, скажу вам честно, очень вкусный. Рекомендую. И съесть его, кстати, можно только в Бхактапуре. Сегодня у многих, кто находится в Покхаре, день начинается в 4 утра. Все вокруг уже давно не спит и оживает, а мы с вами мчим навстречу солнцу. Как говорят шаманы, если следовать за солнцем, то ты стремишься к смерти. Если навстречу солнцу, то идешь на восток, стремишься к вечной жизни. Мы же с вами едем на холм Сарнкот, где высота 1200 метров над уровнем моря, чтобы увидеть одну из гор. Например, Мачо-Пучери, также известная как Рыбий хвост, ее высота 6991 метр. Вершины гор Аннапурна 2, 3 и 4. И это наша с тобой очередная магическая церемония. Давай проживем и ее. Здесь дышится совсем по-другому, и звуки жизни тоже совсем другие. Птицы поют. Нет шумов города. И как-то так гораздо спокойнее, и состояние гораздо более спокойное. Да, кстати, прямо за мной Аннапурна 4. Намасте. Намасте. What are you cooking, my friend? Что ты готовишь, друг мой? Непальский дал. Это непальское блюдо такое, очень известное. Very famous. И ты готовишь такое каждое утро? И утром, и вечером. 2 раза в день получается, да? Да, еще рис тоже каждый день. Там у тебя смесь чечевицы с карри, правильно? Ого, сколько дыма. Слушай, как ты здесь вообще? Я тут, совсем не могу дышать. Не можешь дышать? Но я могу. Как у тебя получается? Я привык уже. Я же живу здесь все-таки. А кто это там у тебя? Это козлята там? Да, мои козлята. Сколько времени ты обычно тратишь, чтобы приготовить завтрак? Вот такой? Да. Там полчаса где-то может и уходит. Иногда может даже минут 15-20. Ты обычно готовишь на всю семью, да? Да, на всю семью готовлю я. А это что? Это соль? Гималайская? Конечно. А что вы обычно едите каждый день? Дал пхат, карри, овощи всякие. Curry, some vegetables also. Meat, fish. А мясо или рыбу едите? Да, иногда. If you had the chance to eat. Если бы у тебя была возможность есть какую-то еду каждый день, что бы это было? Я люблю хлеб. Мы делаем свой хлеб тоже, кстати. Так что, наверное, хлеб и какой-нибудь суп. Или лапшу в супе. Some soup. You understand? Noodle soup. Ага, yeah. But you're cooking soup now. Ты как раз готовишь суп сейчас. Дал же, по сути, это тоже суп. Да, он как суп. Суп с рисом, знаешь? А вы что, добавляете туда рис, когда варите? Нет, нет. Нет? А потом кладете в тарелку уже? Да, но это мы как-нибудь в другой раз. Сейчас без риса будет просто дал, окей? Small goats. Это мои козлята. Они спят тут ночью. They sleep last night here. Is this your son? Это твой сын? Yes. How old is he? Сколько ему? 13? Да. Ты ходишь в школу здесь? You go to school here? Yes. And you learn English? Ты английский учишь? Вижу, ты умеешь говорить You чуть-чуть. speak English, right? Speak English? No? Bit, huh? A bit. Чуть-чуть говоришь. Но в школе-то у вас есть английский?
You have English in school now? Ты в школе учишь английский, но похоже, что говорить все-таки на нем ты еще не очень умеешь, да? Он просто стесняется немного. You're from here, from Pokhara? А ты отсюда, из Покхары? Да, из Сангхара. И всю жизнь здесь живешь? Да, я родился здесь и всю жизнь живу здесь. Тебе здесь хорошо живется или ты хотел бы переехать куда-то? Нет, мне тут хорошо. Но немного тяжело жить в горах. Why? Почему? Нужно много работать. Во сколько вы обычно встаете? At what time do you wake up? 4:30. 4:30? Да. Каждый день? Каждый день. А ложитесь спать во сколько? Вечером ложимся спать в 8:30. Хорошо, вижу, у вас здесь точно есть козы. Корова, наверное. Нет, коровы у нас нет. Только козы и немного кур. Красивый вид у вас здесь. Видно вон Анапурну и, наверное, еще много других гор. Потому что, знаешь, иногда люди, живущие с красивыми видами, вообще не ценят то, что вокруг них. И для них это просто обыденность, просто природа и все. Да, согласен, есть такое. Но если погода хорошая, то я рад туристов приводить сюда и им показывать тоже. Вместо того, чтобы просто самому смотреть. Хочу другим тоже показывать. Разделять с ними это. And what do you do for living? Чем зарабатываешь на жизнь? Я занимаюсь сельским хозяйством, так что я работаю на еду. И вообще без проблем. Хорошо, а сколько человек в твоей семье? 4. Получается, ты, жена и 2 детей, правильно? Да. Окей. И вы все здесь живете. Это ваша земля и ваш собственный дом? Так точно. Круто. У вас, кстати, один из самых красивых видов, которые я видел. Очень хорошее место. Благодарю. Ты индуист? Да. А где здесь ваш храм? Храм нашей семьи там, чуть дальше. Но тут вообще много храмов есть. Они раскиданы по всей местности. А как часто вы ходите в свой храм? Всегда по-разному. Это зависит от дня. Например, это праздник или будний день. И еще зависит от того, чем мы заняты. Пуджу делаете? Конечно. Каждый день? Не каждый. Это тоже смотря какой день. Ну вот тут иногда, кстати, делаем пуджу. И молитесь? Да. А о чем молитесь? О благополучии семьи. Да, в основном всегда о семье. Богам молитесь? Да. Шиве, Кришну, всем индуистским богам. So you are starting working now. Это ты уже сейчас начинаешь работать, да? Да, нужно коз вывести. Хочешь вывести их погулять? Да, вот они сидят там. And what do you do with goats? You make some milk? А зачем вы коз держите? Для молока? Нет, они для мяса у нас. Вы едите мясо? Да. Но вы же индуисты. Вы же вегетарианцами должны быть по идее, или нет? А что нам еще есть? Конечно, едим мясо. Мы только говядину не едим. Hello. Hello. So what are you gonna do today? Что ты будешь сегодня делать? Сейчас ты их покормишь, а что потом? А потом мне нужно будет съездить в город по делам. What kind of work are you doing? А что за дела у тебя там в городе? Сегодня же суббота. It's Saturday. Hey, what do you do? Фу, а ну не пей, я тебе говорю. Don't drink it. Do you have any education? У тебя есть какое-то образование? Конечно, есть. Какое? Начальное. Я школу закончил и все. And what about your kids? А что насчет твоих детей? Хотел бы, чтобы они получили высшее образование? Конечно, хотел бы, но это сложный вопрос. Сложно, потому что нужны какие-то финансовые ресурсы для этого? Да, конечно, нужны.
Намасте. Намасте. Are you drinking tea? Это вы чай пьете? Да, это молочный чай. Масала чай или обычный чай с молоком? Да, это чай масала. Это моя мама и мой сын. Папа сейчас в доме, еще отдыхает в кровати. You start your every morning with tea? Вы каждое утро начинаете с чая перед завтраком? Не, чаще после того, как поработаю. Покошу траву сначала, потом уже пью чай после этого. Чай с молоком, обычно с буйволиным молоком. Тебе стоит попробовать. Это настоящее и чистое буйволиное молоко. А траву кошу 2-3 раза в день. Такая жизнь. Меня зовут Арджун Бания. Моего сына Атит. Ему 6 лет, он школьник. Школа его вон там. В 9:30 у них начинается занятие. Сегодня нет школы, у нас тут фестиваль. Большие праздники, последние 3 дня. А вообще мы встаем все вместе в 6 утра. И обычно я или мой брат, или бывает еще кто-то из моих родителей, ведем сына в школу. Арджун, скажи мне, друг мой, ты счастлив? Да. Я вижу в твоих глазах, что ты счастлив. Скажи мне, пожалуйста, ты индуист? Да, я индуист. Сколько раз в день делаешь пуджу? 2-3 раза в день, и потом еще обязательно читаем мантру «Ом Намах Шивая». Тоже 2-3 раза в день. Еще повторяем мантру «Хари Кришна, Хари Кришна». Это делает вас счастливыми или вы просто так это делаете? Это делает нас счастливыми. У вас есть семейный храм? Да, и мы молимся. Все вместе. А чем ты занимаешься? Где ты работаешь? Я занимаюсь сельским хозяйством, ну и родителям помогаю. Хорошо. У меня еще один вопрос. У вас есть пенсия? У моих родителей еще нет пенсии, но она будет у них всего лишь 2000 рупий. 2000 рупий? 2 или 20? Нет, 2. Вот у вас такая большая семья. Ты, твои родители, твоя жена, 2 детей. Сколько денег вам нужно на всю семью и 6 человек? 20 000 рупий в месяц. Ага, а вот и молоко. Это ваше молоко? Вы его продаете? Сколько стоит литр? 120 рупий. 120 рупий? То есть меньше $1. Less than $1. Да. Так, ну и нам сделали масала ти с буйволиного молока. Правда, у животных там запах, молоко не дают вкусное, а запах у них странный. Здесь масала ти пью. Уже 3-я масала ти сегодня. Но на часах еще 7 утра даже нет. Они же все работают уже. Там дали своим животным поесть. Здесь всех покормили, готовят завтрак. Утро начинается рано. Но и день заканчивается, соответственно, тоже не так поздно. 8-9 уже все ложатся спать. Масала чай был, наверное, один из лучших, который я вообще пил за время этого путешествия здесь в Непале. И вообще, наверное, за всю свою историю. Не так много там было масалы, но молоко очень действительно вкусное. Ну и вы поняли почему, потому что эти буйволы находятся здесь. Кстати, в каждом доме, вне зависимости от достатка непальцев, туалет никогда не будет в доме. Он всегда на улице. Да, конечно, когда сейчас появляются квартиры и современные дома, то там уже немного по-другому. А вот в таких вот простых домах у простых людей всегда туалет находится на улице. Я думаю, что вы обратили внимание, что вне зависимости от того, сколько у них денег и какая будет пенсия, они улыбаются, выглядят счастливыми и живут свою жизнь, делают то, что должны и хотят делать. Каждое утро встают, работают, готовят завтрак. Мы посмотрели, как они живут. Мне было бы, наверное, сложно жить в таких условиях, не будучи привыкшим к этому. Просто дело в том, что когда ты привык и родился в этом, и всегда так живешь, то это для тебя норма, это для тебя как бы приемлемо, и ты можешь в этом жить. А когда ты жил немного по-другому, то жить как здесь, честно говоря, сложновато. Я бывал в таких домах и в Перу, и в Мексике много таких видел, и в Индии.
На Бали, наверное, немного лучше живут. Но вот здесь вот на самом деле в доме сложновато. Все равно, вне зависимости от того, что происходит в их жизни, они счастливы, они ежедневно молятся и повторяют свои молитвы из сердца. Он важно сказал, я не знаю, вы поняли или нет, мы из сердца молимся. Как я молюсь из сердца. Мне не обязательно ходить к алтарю, делать пуджи к моим богам. Я из сердца просто молюсь, чтобы в моей семье у меня было все хорошо. Пусть у нас у всех будет всегда все хорошо, и мы будем жить в мире. В мире с собой, тогда во всем мире всегда будет мир. Если у нас внутри нас будет мир. На часах, сейчас вам скажу честно, чтобы было понятно, сколько времени. 7:39. 2 часа мы здесь по гостям походили после рассвета. И рассвет должен был быть, по идее, немного более золотой. Должно было больше гор открыться. Ну, значит, сегодня такой день, мы это принимаем и идем дальше, сотрудничая жизнью. Иначе, если мы с ней не сотрудничаем, то жизнь приносит нам гораздо больше испытаний. Когда мы пытаемся жизни навязать что-то свое, по своему плану, по своему сценарию, это уже черная магия. Когда мы с ней сотрудничаем, принимаем то, что она нам дает, и как она это дает, какие испытания, то тогда мы в едином потоке, как горная река, просто течем вместе с ней. Ну и... Ой, бабах, я упал. Да, но при этом упал легко. Нормально, если честно, даже не ударился. Так раз и упал. Прикольно. Да, видите, сотрудничаем, мы идем дальше. Все, едем познавать Непал дальше. Намасте, меня зовут Кишу. Мне 18 лет, и я приехала сюда со своими подругами на 1 день, как турист. Мы из местности Дамаули. Это в 2 часах езды от Похкары. Живем там в маленькой деревне. Я только закончила школу и поступила в колледж. Хочу быть преподавателем. Очень люблю непальский язык, потому что чувствую, что мое призвание – учить детей нашему языку. В нашей семье я единственный ребенок. Такое бывает редко. В Непале все родители хотят хотя бы 1 сына, но в моей семье вышло иначе, и я чувствую на себе ответственность. Папа работает в полиции, мама домохозяйка. Сегодня мы с подругами в Похкаре, потому что нам нравится сюда приезжать, гулять возле озера, есть местный стритфуд, которым я тебя угощала. Это чат-пате. Это очень популярный стритфуд в Непале и особенно популярен среди женщин. Не удивляйся, я знаю, что он очень острый, кислый и странный для туристов, но мы его очень любим. Чат-пате – это блюдо, состоящее из воздушного риса, лапши, чили, лука, орешков и специй и соуса. 2-3 раза в неделю мы его едим. Знаешь, почему популярно среди девушек? Когда у нас эти дни, то нам хочется кислого, и эта еда помогает нам пройти эти дни проще. А еще я хочу, чтобы ты попробовал пани-пури. Это тоже популярный стритфуд, который я люблю и тебя угощу. Ну и, конечно, после остренького мы с девочками всегда берем по мороженому. Оно не очень вкусное, но это уже такая традиция. В будущем я хочу жить в Похкаре, выйти здесь замуж и обустроить свою жизнь. Замуж, конечно же, только по любви. Да, у нас еще часто практикуются договорные браки, когда родители договариваются и ставят детей перед фактом. Но я хочу выйти по любви и обязательно получить благословение и согласие моих родителей. Раньше вообще было запрещено даже думать о своем супруге и обсуждать это с родителями. Ты просто слушалась и делала, как говорят. А сейчас времена немного изменились, и родители иногда позволяют детям принимать участие в выборе, с кем провести жизнь. Хотя большая часть брака в Непале до сих пор по договоренности. Ну что, пани-пури. Ага. Вода, картошка в какой-то лепешке жареной, боже. Сегодня ем, все пробую. Вот у девчонок вот эту всю острую историю попробую. Острая капец. Они аж сами платками вытираются, мокрые, вот, от еды.
И снова намасте. Я Гопал и вообще родом из Нубакота, но живу в Катманду. За мной находится буддийский монастырь. Как известно, Непал – страна буддистов и индуистов. 81% населения исповедует индуизм, а 9% – буддизм. И несмотря на это, между нами хорошие взаимоотношения. Мы никогда не вступаем ни в какие религиозные конфликты. Индуисты могут спокойно ходить в буддийские монастыри, а буддисты – в индуистские храмы. Я, кстати, буддист. Общая численность населения Непала – 29 миллионов человек, а в самом Катманду проживает 3 миллиона. По площади столица небольшая, но здесь живет много людей. Чем же тут занимается местное население? Например, на таких рынках, как этот, они продают разные товары. Кто-то зарабатывает так, а кто-то работает носильщиком или священником. Жизнь в Катманду довольно сложная. Почему? Потому что Катманду – столица, а столица – это всегда более финансово сложный город для жизни. Из-за цен обычные люди тут мало что могут себе позволить. Конечно, что-то и могут, но это будет уже тогда за пределами города. Но, несмотря на это, здесь живут и бедные, и богатые. Как узнать богатых? Они ходят в хорошие рестораны, носят дорогие одежду и обувь, у них хорошие машины. Как отличить бедных? Они всегда на улице, и гуляют тут, и едят тут. Так их и можно заметить. Моя семья по уровню дохода находится на среднем уровне. Мы далеко не богатые, но совсем не бедные. Я зарабатываю примерно 35 тысяч в месяц. Это значит, что мы средний класс. Те, кто зарабатывает меньше, могут получать около 20-25 тысяч в месяц. Но этого, конечно, недостаточно. Мы можем себе позволить жить в небольшой комнате, в квартире с одной комнаты. Аренда обходится нам примерно в 5-6 тысяч в месяц, включая свет и воду. Здесь люди среднего и низкого класса борются за жизнь каждый день. Они не зарабатывают достаточно, потому что здесь плохо с вакансиями и зарплаты низкие. Цены на продукты питания постоянно растут, но при этом зарплаты остаются прежними. Зарплаты здесь около 20 тысяч, 15 тысяч, 10 тысяч рупий. 10 тысяч рупий – это минимум. Этого критически недостаточно. Так что люди вынуждены просто выживать. Здесь даже нет такого понятия, как подработка для студентов. В европейских странах часто дают студентам подрабатывать, но не здесь. Мы не можем работать неполный рабочий день. И поэтому, пока студенты учатся, им все оплачивают родители. В Непале существует два типа школ – частные и государственные. Богатые люди могут позволить себе частные школы, где обучение ведется только на английском и других иностранных языках. В государственных школах обучение всегда на непальском. То есть выходит, что бедные не могут себе позволить обучение на английском. Я тоже учился в государственной школе. Английский я выучил позже, потому что работал с туристами, поэтому я и умею сейчас говорить на английском. Но большинство людей не говорят даже на базовом уровне. Они даже читать не могут по-английски. То есть только непальский знают, ну и все. Но хотя ладно, некоторые знают еще хинди из-за большой популярности хинди-кино. У нас тут много рекламы и сериалов на хинди тоже. А вот в районах, где много туристов, таких как Тамиль, уже немного больше людей могут говорить на английском благодаря влиянию иностранцев и общению с туристами. Сколько предметов у вас в государственных школах и какой процент людей получает образование? Обычное стандартное школьное образование. У нас в государственных школах 7 предметов. Математика, наука, английский, непальский и грамматика. Как непальская, так и английская. А что насчет химии и физики? Химия и физика тоже есть, их просто не изучают отдельно. Это общий предмет, называется наука. Там и биология, и химия, и физика, все вместе. Я встречал здесь много людей, у которых нет даже базового образования, то есть они вообще даже в школу не ходили. Да, конечно, здесь такие люди тоже есть. Раньше у нас в столице не было хороших школ, и люди отсюда ездили учиться в другие регионы. А местные в этих регионах, наоборот, не могли себе финансово это позволить. И поэтому они приезжали сюда в поисках возможностей. Давай поговорим о кастах. В Индии 4 касты.
В Непале у вас их больше. Расскажи, пожалуйста, подробнее о кастах и национальностях, которые есть среди народа Непала. Да, конечно, в Индии 4 касты. Но в Непале, согласно внутренним данным, 125 каст и этнических групп. Этнические группы такие, как гурунги, магары, таманги, тхапы и так далее. Gurung, Magar, Tamang, Thapa, like this. And just definitely here also, Brahmin, Kshetri. И, конечно, здесь есть и брахманы, и чхетри. Брахманы составляют всего около 16% населения Непала, а чхетри примерно 11%. Остальные национальности, такие как таманги, 5%, магары 7%. Я сам из касты Гхали. Гхали — это гурунги, такая этническая группа или коренной народ, как нас еще называют. Согласно устройству нашего общества, я принадлежу к высшей касте – Гхали. Это как брахманы и чхетри. Мы, кстати, не едим мясо буйволов. И курицу тоже. Мы не можем себе позволить это. Ну ладно, не то чтобы мы не можем себе позволить, мы просто этого не... Ты же при мне ел сосиски из курицы. Да, но это потому, что я сейчас в городе живу. Ну вот, например, мой дед вообще не ест курицу. И буйволов тоже. Chicken and bofs like this. Капал, если осмотреться налево-направо, что мы можем увидеть вокруг нас сейчас? Around here we can see the street child. Мы можем здесь видеть уличных детей. Уличный ребенок – это ребенок, который, например, работает носильщиком или еще кем-то. То есть он уже, скорее всего, сирота и вынужден выживать на улице сам. Но эти дети на самом деле, конечно, не могут нормально позаботиться о себе сами. Они просто тыняются по улице, как голуби. Каждый день стоят у храма и просят у туристов деньги и еду. И, кстати, если они видят светлокожих людей, они сразу думают, что у них много денег. Такой вот у них стереотип сложился. They have a lots of money. Their psychology already like that. Привет из будущего. Прошло 2,5 месяца. Вот те самые четкие. Они, кстати, уже крепко потемнели. Я их ношу всегда. На руке одеваю иногда. В основном ношу их на шее. Вот они. Красивые мои. 1000 раз, наверное, точнее 1000 кругов я уже прочитал здесь точно. Соответственно, если умножить на 108, то очень много раз прочитал ту самую мантру Ом Мани Падме Хум. Вот. Хотя один из героев нашего видео, которое вы увидите в видео о хиллерах, сказал, что тибетцы читают эту мантру со словами Ом Мани Падме Хум. Ну так вот это произносится в Тибете. А вот те 2 браслета, которые мне подарили герои нашего видео, они все всегда со мной. Я недавно записывал личное видео на своем личном канале и отвечал на вопросы просто людей, которые задавали эти вопросы. Да, у меня 3 канала, есть еще личный канал, там где он совсем личный. И был один вопрос, который звучал так: Андрей, что вас торкнуло за последние 2 года? Для меня торкнуло это то, что поимело какой-то отпечаток, которым я с радостью и с восхищением вспоминаю, и который у меня имеет определенную какую-то, ну, не знаю, картину и ярко выраженное послевкусие, которое раскрывается и раскрывается. И я уверенно ответил: Непал. И я сейчас просматриваю это видео, вы, соответственно, досмотрели его до конца. Суть в том, что я каждый раз, когда смотрю, я говорю Сереже монтажеру: ты так прочувствовал и понял всю задумку этого видео, я его прожил в каждом моменте. И я считаю, что за мои почти 6,5, скоро будет там 7 лет в YouTube, сняв более 300 интервью, около, наверное, 300 видео выпустив на всех каналах, если не больше, для меня это, наверное, самое сильное и глубокое видео, правда. Здесь не будет задниц на обложках, здесь не будет слова секс, разврат и еще что-нибудь по нижним чакрам. Непал тоже об этом, но он во многом и о другом. И поэтому в том числе он меня сильно торкнул, потому что куда мы бы ни приезжали, мы всегда привозим себя такими, и страны, и города открываются, и людей таких мы там встречаем. You can go, my friend. Thank you.
Сережа, это катник. У меня есть второе видео, которое я частично снял в Лукле в сторону Эвереста. Я туда не поднимался, мое здоровье пока не позволяет и не знаю, будет ли позволять. Я немного там вокруг погулял на небольшой высоте, но снял одно видео, которое я назвал уже «Восхождение», и хотел бы вернуться в ближайшее время в Непал, чтобы доснять вторую часть этого видео, возможно, вокруг Аннапурна Circle пройтись и прочувствовать еще глубже эту страну, чтобы она еще больше торкнула меня и, надеюсь, торкнула тебя. Напишите, пожалуйста, в видео, если досмотрели до этого момента, и как вам этот фильм. Правда, я хочу прочитать не просто там «благодарю, Андрей, классно», а то, что вы прочувствовали, как вы видели в эту страну и поняли ли вы эту страну тем взглядом, которым я ее увидел, и то, что, блин, да до сих пор, мне кажется, вот в каждой моей клетке до сих пор вибрирует Непал, вибрирует в каждой моей клетке до сих пор, как и любая другая страна. Я сейчас, кстати, из Панамы снимаю, еще 3 дня отсюда улетаю, но я об этом уже рассказывал. В общем, вас в ближайшее время ждет еще много выпусков. Это и экспаты и местные с острова Крит, Аргентина, Чили, Панама, Колумбия снова будет. Выпуск про хиллеров, про Бали, совсем другой Бали. В общем, много. На год вперед я уже, если честно, снял. Поэтому и еще одна просьба. Если вы хотите показать свою страну, свой город, какое-то увлечение, так как я вот в этом видео показал Непал, у меня есть очень близкий мне человек, который меня туда позвал, который остался за кадром. Костя, благодарю тебя от всего сердца. Да, тот браслет, который был в начале видео, он сейчас на тебе, я знаю, Костя, который меня туда позвал, пригласил и показывал это место. Если вы хотите меня пригласить в свою страну, в свое место, чтобы вот так же раскрыть это место, приглашайте. Все детали есть в описании к видео, пишите. Возможно, я когда-нибудь смогу приехать и к вам, и мы снимем настоящее кино. Кино, от которого мурашки, где-то, возможно, слезы и радость в сердце о невероятной нашей планете и ее невероятных людях и не менее невероятных местах. Всем намасте. Пока.